Хэппи-энд. Счастливый финал, где герой жив, цели достигнуты, друзья и семья в сборе. Красота. Но такого финала я никогда особенно не любил. Знаете, мне больше нравилось что-то вроде этого. Не знаю, может хэппи-энд это слишком просто? Или обстановка какая-то не такая? Нет. Мне всегда нравилось нечто противоположное. Истории, где мрак поглотил все святое. Где герой просто хочет выжить. У него нет великих целей и амбиций. Это просто очередной ублюдок из плеяды себе подобных. Только чуть-чуть, совсем на чуть-чуть лучше остальных. Скажем, он не убивает женщин или детей. Он просто выгоняет их на улицу, сжигает дом и убивает их отца. И все это на фоне настоящего апокалипсиса. Кривые деревья, ведьмы, разрушенное королевство, падшие ангелы, древнее зло и полный абсолютный мрак. Я думаю, что не одинок в этом ощущении. Темное фэнтези притягательное. От него исходит мрачная, почти обжигающая аура. Этот жанр манит своей меланхоличной безысходностью. Но почему? Когда нам наскучили классические жанры типа фантастики или фэнтези, неужели нам действительно стало комфортно в мире без света? Или этот свет всегда был слишком тусклым? Самое время заглянуть в мир, где нам далеко не рады, но которому очень рады мы. С вами Павел Калашников. Сегодня мы разберем, как родилось, жило и умерло Dark Fantasy. Поехали! I try so hard and got so far. Для начала нужно прояснить, откуда вообще появилась идея Dark Fantasy. Все мы знаем старину Джона Толкина. Этот человек, не побоюсь этого слова, создал классическое фэнтези именно в том виде, в котором мы его хорошо знаем. С эльфами, гномами, драконами, с четко обозначенным добром и с четко обозначенным злом. Именно Толкин пустил по рельсам жанров свой главный поезд – «Властелин колец», ну и «Хоббит» в частности. И этот жанр долго ехал по привычной дороге, пока не открылись новые развилки. И можно сказать, что одной из этих развилок стала Dark Fantasy, которая сформировалась в 70-х годах прошлого века. Да, так и есть. Но почему именно в этот момент нам вдруг понадобилось темное фэнтези? Причин несколько, и они не так очевидны. Контекст здесь ключевой фактор. Панамский кризис, холодная война, Вьетнам, последствия жестокой Второй мировой войны. Все это наложилось тяжелым и очень горьким бутербродом на людей, вызвав этакий моральный кризис. Люди начали видеть, что реальный мир крайне нестабилен. Он хрупок, и эти настроения вылились все в более мрачные и жуткие идеи. Если раньше на волне пропаганды люди активно верили в героев как в абсолют этики и морали, то постепенно, после завершения конфликтов, нам перестал нужен быть герой именно в классическом смысле, то есть как носитель морали и благородства. Общество нуждалось в трансформации, как и питаемые им нарративы. И одной из первых попыток представить обновленного, более мрачного героя стало произведение «Сага об Элрике из Молнибоны» за авторством Майкла Муркока. Протагонист у него это отнюдь не доброжелательный герой, а больной, зависимый от зелий человек, который правит разрушенной империей. Единственное оружие этого персонажа – меч-буреносец, который поглощает души побежденных врагов и зачастую вопреки намерениям своего владельца. Морально и этически Эльрик совсем не похож на классического героя. Он постоянно сомневается, часто не уверен в себе и совершает сомнительные поступки, страдает и тяжело переносит личные утраты. В общем, все как у людей. Совокупность этих качеств делает его одним из первых представителей своего жанра. Уязвимость, проклятое оружие, серость морали. И все это уже в 1961 году. Сам Майкл Муркок так описывал свое произведение и главного героя. Когда я начинал писать, никто не знал, как назвать этот жанр, как назвать эту историю. Идея поставить фэнтези на обложку часто означала детскую книгу. Но на самом деле не было никакой взрослой фэнтези-жанровой традиции. И сегодня Dark Fantasy — это совершенно другой опыт. Элрик как персонаж, он не является воплощением решения проблем своего мира. Он скорее протест против них.
И это важное противопоставление. Одним из ключевых ингредиентов классического фэнтези было то, что герой страдал не просто так. Он страдал за идею, за благородную, чистую, благостную идею, которая приносила добро. Именно идея придавала протагонисту силу и волю к переменам, чтобы стойко переносить тяготы пути. Идея подталкивала героя к сражению с абсолютным злом. Притом зло должно быть ярким и очень сильно выраженным. Никакой серой морали, ведь Смауг в «Хоббите» — это однозначный бесповоротный злодей. В нем нет ни намека на моральную сложность. Убийство абсолютного зла — это абсолютное добро. Так работала классическая фэнтези и на таких полюсах держалась. Однако в темной вариации такого абсолютизма вовсе нет. В Берсерке, например, все наоборот. Гриффит, выглядящий как ангел, на самом деле тот еще коварное зло. Гатс, похожий на зверя, по сути, добро. И со временем люди начали уставать от доброго добра и злого зла. Переход был медленным, мягким и упорным одновременно. Элик из города сновидений, вечный чемпион того же Муркака, волшебник Земноморья или закон имен, во всех этих произведениях демонстрировалась многополярность и неоднозначность мира. Сначала были робкие попытки свернуть немного дальше, чем в обычное фэнтези. Первым делом убираем романтизацию героя, а во-вторых, сбавляем краски, потом чуть снижаем планку морального уровня общества в истории, и так шаг за шагом формируем новый поджанр, полноценному рождению который придет только к новому тысячелетию. По сути, этот жанр подарил нам несколько жемчужин, которые кристаллизовали и буквально забетонировали жанр дарк фэнтези как таковой и в каком-то смысле сделали его культовым. Берсерк, Вархаммер, Ведьмак, Игра престолов. Это, пожалуй, самые яркие представители тогда еще свежего жанра дарк фэнтези. Именно они стали столпами, на которые опирались другие авторы. Причем друг на друга они тоже частично ссылались. И мы не будем углубляться в каждый пример подробно. Это займет слишком много времени. Наша цель лишь понять, почему именно эти истории об этих персонажах с этими символами стали основой для всего жанра. И начнем, конечно же, с Берсерка. Первый фрейм манги увидел свет 26 ноября 1990 года за авторством великого мастера Кентаро Миуры. Об этом произведении я уже делал много видео, но в них все не успевал рассказать, в чем же кроется популярность Берсерка. И, по моему мнению, она состоит в первую очередь в том, что не церемонится с читателем. Спокойно, сейчас объясню. В большинстве классических историй нам строго очерчивают контур действия. То есть здесь главный герой, здесь главный злодей, вот суть конфликта, вот исход. Мотив и этическая позиция заранее определены. Это уже переворачивают структуру. Берсерк буквально говорит: я дам тебе иллюзию простоты и разорву твои ожидания в клочья. Читатель на протяжении всей истории скачет по эмоциональным качелям, лавируя между этическими дилеммами. То здесь главное зло, где добро и, собственно, где герои, и есть ли они вообще. Гриффит может казаться жертвой, Гатс, в принципе, тоже. Берсерк — это вообще история о бесконечных жертвах, где нет ни классического добра, ни классического и привычного зла. В качестве примера ярче всего выступает сам образ Гриффита. Гатс хочет его убить за великое предательство. И вообще-то по делу. Но в ответ нам показывают, как Гриффит за арку Сокол Тысячелетия возводит огромную империю, которая позже является приютом для сотен тысяч людей. Фалькония дарит людям чувство безопасности и уюта. То, чего у людей в Берсерке никогда не было. При этом, чтобы эту империю возвести, Сокол пожертвовал жизнями своего отряда. И все же взамен он спас тысячи жизней, разменяв небольшую сотню. Гад же хочет разрушить эту империю, ее создателя. В итоге читатель просто созерцает ужасные картины, моральную двойственность, страх и сострадание. Все это переплетается. Кентаро Миура не говорит тебе прямо, что правильно, а что неправильно. Он демонстрирует суть человеческих пороков и предлагает читателю самостоятельно оценить их мораль. Символизм, глубокий лор, персонажи и выверенный сюжет Берсерка — это по сути просто ландшафт, по которому ты ступаешь. Даже взять
Взять предательство Гриффита. Яркий пример из манги. С одной стороны, сокол-ублюдок, крыса и вообще поступил не по-пацански. С другой, мы ярко и четко видим цепочку событий, которые к этому поступку приводит. Мораль и поступки неоднозначны. И эта мысль в 26-м году может показаться обычной, мол, где сейчас такое не делают. Истории давным-давно демонстрируют события, а как к ним относиться, ты уже выбираешь сам. Но именно Берсерк стал законодателем такой вот моды на неоднозначность морали. Другие истории несли ее тебе на голубой каемочке. Миура же предложил читателю вырвать мораль и этику самому. Это мощное отличие Dark Fantasy от остальных жанров. Более ярким примером, где эта мысль раскрывается, будет Ведьмак Сапковского. История Геральта из Ривии расширяет идею серой морали. В мире Сапковского нет героя в классическом смысле. Разумеется, есть протагонист, который сражается с конкретным злом, и чаще всего это либо Цири, либо сам Геральт. Но в большинстве случаев, особенно с Геральтом, выбор сводится к постоянным этическим компромиссам между меньшим и большим злом. Вся арка беловолосого ведьмака строится на этих дилеммах. Наиболее известный пример — история в Блавикине. Прежде чем там происходит лютая резня, Геральт оказывается между молотом и наковальней. С одной стороны, старый потный маг Стригобор убеждает ведьмака убить проклятую женщину Ренфри, объясняя это, знаете, очень смутно и туманно, мол, вот она проклятая, ее надо прикончить, а я вот добрый, меня не надо прикончить, иди, мол, разбирайся. С другой стороны, сама Ренфри пытается убить старого деда, мол, потому что у него уже деменция и пора бы ему идти на тот свет. Геральт в итоге должен выбирать, позволить случиться большему злу или меньшему. При этом полностью избежать выбора невозможно. А главное, что он сам до конца не понимает, где большее зло, а где меньшее зло. Он вообще не считает, что может выбирать. И Геральт, как и многие персонажи Dark Fantasy, в классическом смысле вовсе не герой. Он убийца монстров, иногда людей, который пытается выжить в жестоком, не прощающем ошибок мире. Этика и мораль здесь не абсолютные, они подчинены профессиональной роли. Быть ведьмаком значит убивать монстров. Все. Не более. Ты не избранный, тебе случайно выпали эти силы, которые делают тебя сверхчеловеком, но при этом отнимают возможность испытывать чувства, привязанность, заводить семью и жить вообще обычную нормисную жизнь. Ты инструмент, машина для уничтожения чудовищ. А самое обидное — это то, что с годами необходимость работы по истреблению монстров теряет смысл. Убивать чудовищ становится рутиной вроде уборки снега ложкой. Вроде полезно, но сейчас уже никому не нужно. Сапковский показывает ключевую особенность Dark Fantasy. Мир лишает героя титула. Более того, сам мир лишен морали, а значит и лишен героя в классическом понимании. В темных историях протагонисты могут быть наемниками, одиночками вроде Гатса, или же роль протагониста может быть вовсе децентрализована. Если в классическом фэнтези миру нужен герой, то вот в Dark Fantasy герой — это всего лишь фон, декорации, спутник, далеко не всегда движущая сила. И тогда возникает закономерный вопрос. Тогда что же двигает миром Dark Fantasy, если героя даже как такового не существует? Ответ прост. Процессы. Мир сам правит героями, а не герои правят миром. И чтобы подробнее раскрыть эту мысль, я возьму в качестве примера историю Джорджа Мартина. Неважно, смотрели ли вы сериал или, может быть, читали книги, суть произведения очень проста и одновременно невероятно эффектна. А то, как она реализована, просто смак. Если Берсерк или Ведьмак фокусируются на действиях одного героя, то Мартин просто берет и включает масштабное почкование. У нас не один герой, даже не два, даже не три, их десятки. Песни «Льда и пламени» — целая плеяда персонажей, которые разыгрывают политические интриги на уровне целой страны. Сначала следишь за одним героем, думаешь, блин, классный персонаж, а тут его убивают. Грустишь. Потом следишь за другим, та же история. И так Мартин тихонечко подталкивает тебя к своей мысли. Здесь нет одного героя, за которым ты будешь следить. Есть сложная сеть протагонистов, каждый со своей глубиной, каждый со своей аркой становления, каждый со своим персональным влиянием на сюжет. В песне нет ярко выраженного протагониста. Историю ведет группа героев, которые не действуют как команды. Часто они наоборот, враги, чьи взгляды противоречат друг другу. Они плетут интриги, строят козни, заключают мнимые союзы, которые тут же распадаются, пытаются друг друга обмануть, убить, уничтожить и разорвать в клочья своего врага. Я буквально вам почти что аннотацию книги прочитал. И предательство Роба Старка, например, ярчайший пример такой гнилой двуличной динамики сюжета. Но это далеко не плохо.
Очень классно, когда сюжет каждый раз тебя обманывает и дает тебе что-то новое. В этой рваности сюжета, в потоке противоречащих событий формируется глобальная картина с множеством нюансов. Dark Fantasy движется не только персонажами, его движет сам мрачный мир, который может существовать и без героя. Мы приходим сюда даже не ради конкретного персонажа, а ради погружения в умирающий мир, который гниет пороками. Именно отсюда и угроза ночных ходоков. Это некая объединяющая сила для разрозненной цепи персонажей. И именно эта угроза станет поводом для объединения. Самое главное, что показывает Мартин в своей истории, постоянный герой не нужен. Любой персонаж временный и заменяемый, как перчатки. На каждого шакала, как говорится, найдется шакал посильнее, позубастее и позлее, а мир просто будет жить дальше. Игра престолов манит не только политикой, но и глубиной мира. Таргариены, Ланнистеры, Старки, драконы, бесконечные войны, древние короли, пророчества. Все это безумно интересно. Берсерк же притягивает не только предательством и личной драмой, но и готическими пейзажами, глубоким миром демонов и той же дланью Господа. В этих примерах только Ведьмак выбивается, потому что он сосредоточен на главном персонаже. Но у меня есть кейс, который вам понравится. Не планеты, а целые галактики. Не человек, а космодесантник. Не драма, а трагедия. Не просто детализированный лор, а безумная проработка каждого штриха. Некроны, Эльдары, Тау, Орки, Империум, Крестовый поход, Примархи, Император. И это лишь малая часть. Я вот не собираюсь тут объять необъятное. В приведенной вселенной, конечно, есть условный главный миф, но он существует где-то там, в прошлом тысячелетии, и далеко не сюжетообразующие. Скорее, это просто каркас, от которого отталкиваются другие истории. Это история о тысячах персонажей, где каждый идет своим путем. Можно наблюдать за приключениями космического пирата, который занимается контрабандой в Империум, или проследить трагичную историю примарха, который потерял все, или вообще встал на сторону хаоса. Путей, персонажей, сюжетов, символов огромное множество. Warhammer 40 000 возводит идеи Игры Престолов в абсолют. Вселенная максимализирует каждый аспект Dark Fantasy. Мир становится главным героем, а персонаж лишь частью фона. История не обязана держать тебя за руку. Хочешь понять контекст? Без проблем. Открываешь YouTube, смотришь десятки видео по Вархаммеру, читаешь 54 книги Ереси Хоруса минимум, изучаешь сольники каждого примарха, все отдельные расы, все технологии, каждое событие 40-тысячника, каждое событие 30-тысячника и, пожалуйста, может быть, ты немножко поймешь контекст. И то не факт. Порог входа невероятно высокий, но Warhammer это берет не как минус, а интегрирует как часть опыта. Если большинство историй пытаются аккуратно ввести тебя в контекст с понятными персонажами, с понятными точками опоры, то Warhammer делает все наоборот. Погружение в лор — это обязательное условие, и даже после десятков часов не факт, что ты поймешь все полностью. Именно это лично меня и притягивает. Тебя не ведут за руку, с тобой не церемонятся. История живет вообще без тебя. Она автономна, независима, ты ей не нужен. Мир живет без героя. На первый взгляд кажется, что Dark Fantasy жив. Столько ярких вселенных, столько историй. Но правда в том, что большинство из них появилось очень уж давно, больше 10-15 лет назад, и лишь немногие смогли довести историю до логического конца. Многие тайтлы так и остаются незавершенными. Но некоторым завершение не нужно. Новых фундаментальных произведений я давно не встречал. Есть попытки, есть пародии, но почти нет того самого духа мрачного Dark Fantasy. Почему? Ответов много, но главный, увы, очень простой. Жанр перестал быть уникальным. Темное фэнтези изначально противопоставлялось классическому. Оно существовало только за счет противопоставления себя классическому фэнтези. Позже, когда Dark Fantasy обросло лором, общим нарративом и масштабными сюжетами, понятными тропами и тому подобного, как только оно вышло в масс-оборот, уникальность постепенно сошла на нет. Жанр стал шаблоном, таким же, как и когда-то было обычное фэнтези, которое повторяет себя снова и снова и снова. Другие жанры стали опираться на Dark Fantasy как на клише. Авторы, чтобы удержать внимание, либо отказываются от базовых приемов, либо усиливают их до предела. Но жанр, который уже гиперболичен, не может гиперболизироваться еще сильнее. Так, некогда новый жанр постепенно сходит на нет. Возможно, что идея «герой не герой, а мир автономен»
стала обыденной. Мы привыкли к антигероям, к монстрам, к откровенности, и эта усталость закономерна. Или нет. Возможно, жанр не умер. Он просто сказал свое слово. Ничто не вечно, и Dark Fantasy ответила на вопросы, которые ставила на заре своего существования. Если это так, то жанр сказал правду. Герой действительно может существовать лишь как проводник в жуткие миры. Мир может быть автономен и быть интересен сам по себе. А мрачность, трагичность, символизм, тьма, которая окутывает эти миры, это лишь способы донести мысль этого жанра. И теперь нам предстоит что-то новое. Трансформировать истории, менять смыслы. Должна происходить эволюция жанра. Время изменилось, да и мы с вами тоже изменились. Обстоятельства теперь иные. Нам нужны новые ответы на старые вопросы. До скорого. И прежде чем вы уйдете, я все же призываю вас подписаться на мой телеграм-канал, потому что, собственно, почему? Какие могут быть аргументы не подписаться туда? Там куча смешных постов, пикчик, голосования, общения, некоторые там какие-то свои шизотеории выдвигают. Ну и также, если вам нравится мой проект настолько, что вы готовы поддержать его копейкой, то переходите на Boosty. Там тоже много смачненького контента. Спасибо за просмотр и, как я уже сказал, до скорого.